Всем привет! Сегодня смотрим на новый флагман от компании Huawei, точнее две штуки. Сегодня были представлены P20 и P20 Pro. Являются они продолжателем линейки P и смартфонов P10 и P10 Plus. И если прошлогодний флагман от P9 и даже P8 отличался слабо, в основном по дизайну, то сейчас все кардинально новое. Скажем спасибо тренду безрамочности и компании Apple, ведь у Huawei P20 есть монобровь, как у iPhone 10. Все в лучших традициях Китая. Мы только недавно получили пачку клонов iPhone 10 на МВЦ, и этот смартфон не исключение. Но это, наверное, самый красивый, самый мощный и, в принципе, самый лучший клон из всех, если, конечно, его так можно назвать. Не знаю, как вам, но, как по мне, вся эта затея с монобровью бессмысленная, особенно если Apple вскоре сами от этого откажутся. Ладно, про все самое странное закончили, начинаем про инновации. Естественно, это тройная камера для Pro версии, у обычной два глазка, но здесь основной глазок 40 мегапикселей, второй 20 мегапикселей монохромный и третий 8 мегапиксельный. Звучит все очень хорошо, но вот еще что. Помимо ЧБ снимков, помимо портретного режима с размытием, здесь есть трехкратный оптический зум, как раз третий глазок служит для него, и пятикратный зум смешанный. Фокусное расстояние оценивается от 28 до 135 мм, а еще Huawei, как и Samsung, заявили работу диафрагмы в нескольких значениях: 1.6, 1.8 и 2.4. В маленьком 1.6, 1.8 просто. На первый взгляд все действительно неплохо. Фотографии обычные, ЧБ, зум, портреты. Давайте сравним с iPhone 10 и Pixel 2. Вы сами видите, что получилось. Плюс стоит отметить, что на Huawei P20 софт не финальный, и к релизу, в том числе софт для камеры, наверняка допилят. Huawei очень много говорит про искусственный интеллект, и действительно очень интересно будет подробнее протестировать камеру P20. И закрадывается мысль, что этот флагман станет наравне с другими фотосмартфонами в 2018 году. Среди других особенностей можно выделить, что значение ISO доходит до 51 тысячи, очень быстрый затвор, соответственно, телефон фотографирует очень быстро. Ну, еще здесь есть 960 кадров в секунду, супер замедленная съемка, такое мы видели у Samsung и у Sony, и производитель также заявляет, что здесь аж 6-осевая стабилизация. Как он это реализовал, непонятно, но заявление есть заявление. Конечно, и фронтальная камера здесь есть на 24 мегапикселя. По умолчанию включен Super Beauty Makeup 16.0 режим, но если его отключить, то можно получить неплохие фотографии. Плюс здесь есть размытие фона, и фоткает неплохо, надо сказать. Едем дальше. Экраны у маленького 5,8 дюймов, у большого 6,1, разрешение при этом одинаковое, 2240 пикселей на 1080. Соотношение необычное, 19 к 9, но если обрезать верхнюю часть дисплея с этим выступом, получим как раз уже привычное 18 к 9 или 2 к 1. Матрицы у большого OLED, у маленького IPS. Экраны называются Full View, занимают 85% лицевой стороны смартфона. Под экраном разместилась небольшая сенсорная кнопка, которая служит и сканером отпечатков пальцев, и, как это бывает, у Huawei самый быстрый сканер отпечатков пальцев. Плюс ее можно использовать для управления системой: одно нажатие назад, долгое нажатие домой и вправо-влево многозадачность. Но есть разблокировка с помощью лица. Работает также очень быстро. Аккумуляторы на 3400 и 4000 мАч. Есть быстрая зарядка Huawei Supercharge за 10 минут на 20%, за 30 минут на 58%. Плюс аккумулятор не подвержен износу практически, за 800 зарядок он теряет 20% емкости. Это по заявлениям Huawei. Что внутри? Kirin 970, оперативной памяти 4 или 6 гигабайт в зависимости от версии, встроенный 128 гигабайт. Поддерживаются 2 нано-сим-карты, а вот под карточку памяти разъема не нашлось. 4G, с этим все в порядке, поддерживает все бенды в России. Что осталось указать? В Pro-версии заявлены стереодинамики, звучат они действительно очень классно и при этом очень чисто. Dolby Audio, все это здесь присутствует. В этом году Huawei со звуком действительно порадовали. В маленькой версии при этом один динамик, и он тоже очень хорошо звучит. Операционная система. Как обычно, это Sample, работает он не эталонно. Тем не менее, здесь Android 8.1 и оболочка MUI 8.1 с теми же прекрасными в кавычках иконками. Но слушайте, работает все равно быстро, посмотрим, что добавят в релизную версию. Цены, старт продаж и цвета. Предполагается, что в Европе младшая версия будет стоить от 680 евро, старшая от 900. В России цены пока неизвестны, а вот продаваться будет к середине апреля. Ну и цвета. Черный, вот этот полночно-синий, ну и сумеречный. Наверное, самый симпатичный цвет разработан по лицензии компании Pantone. Это, если что, самые авторитетные разработчики и производители решений в области цвета. Смотрится действительно очень симпатично. Перелив от зеленого к фиолетовому. Градиент. Есть еще два цвета, розово-золотой и золотой шампань. Второй вообще только для P20, и оба цвета в России продаваться не будут.
Первое впечатление какое? Все действительно классно, за исключением выреза над экраном и операционной системы. Как в Mate 10 она не зашла, так она и остается. К релизу P20 могли бы сделать какую-нибудь тему симпатичную хотя бы. Но есть как есть. Во всем остальном камера, звук, внешний вид, все действительно на отлично. Самые кто? Надо как-то заменить это слово на другое. Тем не менее, здесь Android, спасибо, компании Patron. Операционная 40 мегапиксельный. Все правильно сказал? Выключим.